Осень в том году выдалась сырой и туманной. Пожухлая трава на пастбище гнулась под тяжестью холодных капель, а серое небо казалось бесконечным полотном, отражающим грусть. На краю левады стояла кобыла по имени Мейпл. Ее шерсть теплого кленового оттенка, давшая ей когда-то имя, сейчас казалась тусклой, а в карих глазах застыла глубокая, застарелая тревога. Мейпл знала о людях слишком много, но это знание не приносило ей радости. В ее памяти, словно несмываемые шрамы, отпечатались образы прошлых мест обитания. Она сменила несколько домов. В одном из них ее держали в темном, сыром стойле, вспоминая о ней лишь тогда, когда нужно было выполнять тяжелую работу. В другом кричали, если она пугалась резких звуков, и наказывали за то, что было лишь проявлением ее лошадиного страха. Каждый новый переезд, каждый новый хозяин, обещавший заботу, в итоге оставлял лишь разочарование и новые душевные раны. Из-за этого Мейпл стала замкнутой. Она вздрагивала от любого шороха, будь то сорвавшийся с ветки лист или резкий порыв ветра. Когда к ней приближался человек, ее мышцы мгновенно каменели, уши прижимались к голове, а в глазах читал один и тот же немой вопрос: «Что ты сделаешь со мной на этот раз?» Она научилась держать дистанцию, считая, что одиночество — это единственная доступная ей форма безопасности. Но судьба распорядилась иначе. Одна молодая семья увидела ее фотографию на сайте службы спасения животных. Молодая женщина, хозяйка дома, с самого раннего детства грезила о собственной лошади. Это была мечта, сотканная из девичьих грез, скачки на перегонки с ветром, утренние туманы и тихое фырканье в ладонь. В их распоряжении не было огромного, оборудованного по последнему слову техники ранчо или роскошной конюшни. У них был лишь старый, но крепкий амбар, небольшой участок земли, огороженный забором, и бесконечный запас любви, который они были готовы подарить тому, кто в этом нуждался. Когда женщина увидела снимок Мейпл, эти грустные глаза и настороженную осанку, что-то внутри нее дрогнуло. Она поняла, что эта лошадь должна стать частью их семьи. Любовь и сострадание дали ей смелость принять решение, несмотря на все риски и предупреждения волонтеров о том, что животное важное и вряд ли когда-нибудь пойдет на контакт. Переезд стал для Мейпл очередным стрессом. Когда тяжелый трап фургона опустился, она долго не решалась выйти, втягивая ноздрями незнакомые запахи. Новое пастбище встретило ее тишиной, но для испуганной кобылы эта тишина казалась обманчивой. Первые недели Мейпл вела себя крайне осторожно. Она выбирала самый дальний угол левады, откуда могла наблюдать за перемещениями людей, оставаясь при этом вне зоны их досягаемости. Когда хозяйка пыталась подойти к ней, держа в руках сочное яблоко или пучок свежего сена, Мейпл делала резкое движение назад, как только рука человека поднималась слишком быстро. Ее глаза по-прежнему несли на себе тяжесть прошлых обид и страхов. Хозяйка не форсировала события. Она понимала, что доверие — это хрупкий мост, который нельзя построить силой. Она просто приходила на пастбище, садилась на перевернутое ведро на безопасном расстоянии и читала книги вслух или тихо разговаривала, чтобы Мейпл привыкала к звуку ее голоса. Лошадь слушала, прядая ушами, но подходить ближе не решалась. Казалось, что это невидимая стена между миром людей
и миром сломленного животного останется здесь навсегда. Для того, чтобы растопить этот лед, требовалось чудо, и это чудо ходило на двух ногах, едва удерживая равновесие. Этим чудом был Колтон, сын хозяйки, которому едва исполнился год. Он только-только научился уверенно ходить, и весь окружающий мир казался ему огромной, невероятно интересной игровой площадкой. Для Колтона не существовало понятий там страх, травма прошлого или опасное животное. В его чистом детском сердце была лишь искренняя, ничем не замутненная радость первооткрывателя. В одно солнечное утро, когда роса еще искрилась на траве, мама взяла Колтона с собой к амбару. Мальчик, одетый в забавный комбинезон, зашагал по направлению к ливаде, смешно переставляя маленькие ножки. Мама на секунду отвлеклась, чтобы поправить засов на воротах, и в этот момент произошло то, чего никто не мог ожидать. Колтон подошел к деревянной изгороди. На другой стороне, метрах в 10, стояла Мейпл, напряженная и готовая в любой момент сорваться в галоп от детского крика или резкого движения. Но Колтон не кричал. Он просто замер, восхищенно глядя на огромное, красивое существо перед собой. Затем он поднял свои маленькие ручки и издал радостный, чистый детский возглас, окликая лошадь так, как умел только он. Мама затаила дыхание, готовая в любой момент подбежать и забрать сына, боясь, что Мейпл испугается и брыкнет. Но случилось невероятное. Услышав этот тонкий, полный искреннего восторга голосок, Мейпл не отпрянула. Она медленно подняла голову, ее уши повернулись вперед, ловя каждый звук, исходящий от малыша. Она посмотрела прямо на Колтона своими огромными карими глазами. В этот момент между ними словно протянулась невидимая, но прочная нить. Лошадь, которая панически боялась взрослых людей, вдруг увидела перед собой существо, от которого не исходило ни капли угрозы, фальши или злости. Медленно, шаг за шагом, Мейпл пошла вперед. Она шла не так, как обычно приближалась к кормушке, настороженно и чутко. Она шла мягко, словно боясь вспугнуть это маленькое создание. Когда она подошла к самому забору, она опустила свою массивную голову до уровня лица мальчика. Колтон протянул свою крошечную ладошку и коснулся бархатного носа кобылы. Мейпл сделала глубокий выдох, обдав малыша теплым воздухом, и тихонько фыркнула. Лед, сковывавший ее сердце долгие годы, дал первую трещину. С того самого памятного утра жизнь на ферме изменилась. Утренние визиты к Мейпл стали для Колтона и его мамы обязательным и самым любимым ритуалом. Каждый день они вместе отправлялись к амбару. Колтон, чувствуя себя важным помощником, изо всех сил старался участвовать во всех делах. Они вместе заходили в стойло, чтобы навести порядок. Мама вычищала старую солому, а Колтон крутился рядом, пытаясь помогать своими маленькими ручками. Но самым главным моментом всегда было общение с Мейпл. Мальчик брал щетку, она казалась огромной в его крошечной ручке, и с забавной неуклюжестью начинал водить ею по бокам кобылы. Он расчесывал ее длинную кленового цвета гриву, в которой после ночи часто путались соломинки и веточки. Мейпл стояла неподвижно, словно каменное изваяние, боясь сделать даже малейшее движение,
которое могло бы потревожить ее маленького друга. После чистки всегда наступало время угощений. Колтон с гордостью протягивал на своей ладошке кусочки моркови или сухарики. Мейпл, которая раньше могла выхватить еду от стресса или вообще отказаться брать ее из рук, теперь действовала с невероятной, почти хирургической аккуратностью. Она мягко, одними губами собирала лакомство с ладошки Колтона, стараясь даже случайно не задеть его пальчики. Постепенно страх окончательно покинул Мейпл. Она научилась безошибочно узнавать звуки шагов Колтона и его звонкий голос. Стоило мальчику выйти на крыльцо дома и позвать ее через все пастбище, как Мейпл мгновенно преображалась. Она поднимала голову, ее уши задорно топорщились, и она легкой, грациозной рысью или неторопливым шагом шла навстречу своему мальчику. Для этого не нужны были строгие команды, поводья или профессиональная дрессировка. Это была чистая, искренняя привязанность, основанная на взаимном признании и любви. Для мамы Колтона наблюдение за этой дружбой стало самым трогательным подарком, о котором она только могла мечтать. Он учился ответственности, понимал, что Мейпл ждет его утреннего прихода и нуждается в его заботе. Он учился бережности и чуткости, осознавая, что его движения должны быть мягкими, чтобы не испугать подругу. Эта удивительная связь показала, что даже самый маленький ребенок способен нести в своем сердце такую доброту и свет, которые могут исцелить израненную душу огромного существа. Прошли месяцы. Шрамы на сердце Мейпл, оставленные прошлыми хозяевами, окончательно затянулись. Теперь это была уверенная в себе, сытая и счастливая лошадь, чьи глаза больше не выражали паники при виде людей. Ее шерсть лоснилась на солнце, а в движениях появилась былая стать и гордость. Но ее отношение к Колтону оставалось прежним, трепетным и защищающим. Их история стала живым напоминанием для всех вокруг о том, что самые глубокие, самые прочные узы в этом мире часто формируются без каких-либо усилий, хитрых методик или долгих объяснений. Для этого не нужны слова. Нужны лишь два открытых сердца, готовых довериться друг другу. Каждое существо на этой земле, будь то человек или животное, заслуживает терпения, уважения и шанса на безопасную, любящую жизнь. И когда мы дарим им это терпение, они возвращают нам сторицей, принося в нашу жизнь столько радости и душевного тепла, сколько мы никогда не смогли бы ожидать. История Мейпл и Колтона продолжается и по сей день. Каждый день на маленькой ферме начинается с того, что маленький мальчик бежит к пастбищу, а огромная кленовая лошадь идет ему навстречу, готовая оберегать его и дарить свою бесконечную преданность.